Массовая битва, которую прошли почему-то российские журналисты, наверное, не заметили. Давайте мы с вами ознакомимся, потому что ее заметила половина мира. Это история про то, как дешевая рабочая сила, большие стройки и жесткая охрана в одну ночь превратились в стихийный бунт. На стратегическом порту куча оружия, ножей, кстати говоря, уже изъяты. Стратегический объект, там работают гости из ближнего зарубежья, и вы не поверите, это Россия, но если здесь вы уже чуть-чуть поверили, но еще не все знаете, вы не поверите, но это Питер. На выходе имеем десятки задержанных мигрантов, резонансные кадры с машиной, на машине пытались их раздавить, летящая в толпу машина, дипломаты, которые срочно считают своих. Речь про Усть-Лугу. В Ленинградской области грузовой энергетический узел, где сходятся интересы госкомпаний, крупных подрядчиков и тысячи вахтовиков. На объекте Велесстрой работают в основном приезжие. Тяжелую смену и риск берут мигранты, а контроль за периметром и режимом у охраны и силовиков. Деньги здесь это миллиардные контракты на инфраструктуру для грузопереработки и экспорта, где простой из-за ЧП или обстрелов прямые убытки и конфликты интересов. По данным СМИ, все началось после ударов по порту. Часть рабочих не пустили на смену под предлогом безопасности, фактически перекрыв доступ к единственному заработку. Но они не стали ничего слушать, они атаковали в ответ. Вахтовики начали собираться у проходной. Конфликт с охраной быстро перешел в драку. Крики, броски предметов, хаотичное движение толпы. На одном из ключевых эпизодов видно, как служебный автомобиль на скорости едет через скопление людей. Буквально сметает, после чего подключается полиция и ОМОН, задерживает более 30 иностранцев и изымают десятки ножей. Участников несколько групп. Во-первых, сами мигранты, по сообщениям, среди них казахстанцы. Обсуждаются также выходцы из Узбекистана и других стран. Казахстан уже очень всерьез привлечено его внимание к этой ситуации. Их интерес просто не потерять смену, не остаться без заработка и не стать стрелочниками после инцидента. Во-вторых, охрана и подрядчик. Для них на первом месте контроль объекта и лояльность заказчику, поэтому силовой сценарий, включая наезд машины на толпу людей, в медиа описывается как попытка рожать, то есть смягчить ситуацию, решить. А уже потом как проблема. В-третьих, госструктуры им важно погасить скандал вокруг стратегического порта и показать управляемость, поэтому упор делается на задержание иностранцев и проверку их статуса. Отдельный слой дипломатический и финансовый след МИД Казахстана по открытым данным сразу взял эпизод на особый контроль. Консульство в Петербурге запрашивает у российских органов списки задержанных, статус пострадавших и детали дела. Для Астаны это не только защита граждан, но и вопрос денег. Казахстанцы массово работают на российских стройках. Каждый такой кейс бьет по рынку труда и репутации подрядчиков, для которых мигранты – основа дешевой рабочей силы. С точки зрения логики денег наиболее вероятно, что крайними попытаются сделать, естественно, самих рабочих, а финансовые потери подрядчика и порта будут минимизированы за счет ускоренного наведения порядка и замены части бригады. Похоже, логика массовых конфликтов с вахтовиками и охраной уже всплывала на крупных стройках в России. Там тоже были мигранты, в общем-то, только они там и есть, это местные с голоду пухнут, так вот от себя бы я добавил, друзья. Жесткий пропускной режим, высокая цена, простоя объекта. В других странах, например, на ближневосточных стройках, похожая история обычно заканчивается депортацией части рабочих и сохранением контрактов для компаний. То есть бизнес почти всегда в выигрыше, а персонал – расходный материал. Сейчас история официально в фазе разбирательства. Российские силовики фиксируют массовый порядок нарушений, подсчитывают ножи задержанных. Подрядчик публично дистанцируется от драчунов, с позволения сказать. А МИД Казахстана и дальше собирает данные, были ли среди участников его граждане и каков их статус. Открытыми остаются вопросы, кто отдал команду не пускать людей на смену, кто конкретно санкционировал использование машины против людей и как именно разложит ответственность между мигрантами, охраной и менеджментом объекта. Такая ситуация. Едва не пропустил ее. Хорошо, что мониторю разные социальные сети и средства массовой информации. В России журналистам почему-то это показалось, видимо, не очень интересным. Может быть, еще появятся какие-то сообщения. То есть это серьезный бунт, серьезное противостояние, только массовая битва. То есть это не просто чуть-чуть подрались. Впрочем, пишите со своей стороны, друзья мои, берегите себя и увидимся. Не будьте расходным материалом. Мое вам пожелание.